В ночь на 10 июля перекроют левую сторону моста Александра Невского. Центральная городская переправа продолжит работу только на выезд из города. Сотрудники ГИБДД будут регулировать движение с обеих сторон дорожной артерии, а также в Колмово и на площади Строителей. На данный момент прорабатываются наиболее удачные маршруты общественного транспорта, которых через мост Александра Невского проходит 22. Мы сегодня подробно на карте Великого Новгорода, в докладе начальника ГИБДД Великого Новгорода Сергея Юрьевича, начальника управления транспортного управления администрации Великого Новгорода, на карте Великого Новгорода было показано все развязки и все маршруты, какие будут в Великом Новгороде, начиная с 10 июля. Мост Александра Невского был построен в середине прошлого века и последние 10 лет требовал капитального ремонта. Деньги на реконструкцию объекта были выделены из областного бюджета. По результатам аукциона на выполнение работ победителем стала организация «Мостострой номер 6». В перечне первоочередных задач фирмы замена деформационных швов, полный демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия, замена опорных частей мостового сооружения. Но это, конечно, далеко не полный список. К ремонту моста было сделано обследование. На основании этого обследования лабораторией и специалистами Института дорожного была составлена смета, что необходимо делать по этой смете. И на основании этого, этих 120 миллионов, достаточно сегодня для того, чтобы сделать мост. И гарантия на данный вид работы делается не как на 5 лет, а на 10 лет. Работа на объекте будет идти круглосуточно в 3 смены. Анатолий Земляк заверил, делается все возможное для того, чтобы процесс передвижения новгородцев в этот непростой период прошел максимально безболезненно. Работа экстренных служб отлажена. Что касается скорой помощи, несколько бригад будут дополнительно дежурить на торговой стороне. Если, как обещают, запрет на проезд через мост Александра Невского будет закрыт и для больших начальников, на ближайшие 2 месяца горожане и правда станут друг к другу чуточку ближе. Чиновники даже готовы пересесть на общественный транспорт, чтобы лично оценить ситуацию на дороге и, если потребуется, внести коррективы. Закончат ремонт левой стороны моста 10 сентября. Правый же планируют приступить после 14 октября. Анастасия Егорова, Андрей Бабич. Новости. Новгородское областное телевидение.